Всем привет! Я недавно сшила кепку внучке, вот такую. А она, как пришла мерить, примерила ее с сумочкой вот с этой. Так хорошо на ней это все смотрится. И я решила срочно сшить сумочку ей под эту кепку. Ну и простую я не буду, конечно, шить, а сделаю опять бора. Но я сошью небольшую ей сумочку, чтобы побыстрее ей отдать в пользование эту сумочку. Шить буду сумочку из этой же ткани, что и кепку. Мои брюки вельветовые. Вот этот карман приспособлю на заднюю сторону. Сейчас вырежу его. И вот такого размера небольшого сумочку буду делать. Кармашек здесь получается немножко скошенный. Я сейчас вот здесь подпарю и выровняю его. Я выкроила две детали. Одна подлиннее, одна покороче. Это будет передняя часть. Это задняя. Это будет у нас клапан. Сейчас уголочки немножко срежу. И пришью подклад сюда из вельвета. А здесь я решила пришить заплатки бора, чтобы сумочка была поярче. Получилось у меня 3 детали. Основная. Внутренняя часть клапана будет. Передняя часть. И вот так будет складываться. Я буду делать бора. Сейчас нашью на клапан несколько заплаток. И сюда, на эту сторону, наложу заплатки. И прошью. Пока я вот так разложила заплатки, но, возможно, все изменится по ходу пришивания. Возможно, буду переставлять еще эти заплатки. Вот уже мне не нравится, что вот здесь сильно темно. Буду оставлять и бордовый цвет этот. Не буду все зашивать. Ну, начинаем пришивать. И как обычно у меня бывает, вот так у меня уже изменилось. И что вы думаете? Я хочу сделать ленивые боры. Все лоскуты прошью зигзагом. Почему так получилось? Потому что они все яркие, разноцветные. И я вышью буквально вот однотонные, наверное, несколько штук вышью бора. И все. А остальные просто пришью зигзагом. Закончила я вышивать. Так вот оставлю. Сейчас вот сюда на карман поставлю магнитик. Магнит состоит из 4 штучек. Один вставляется внутрь. На него одевается вот эта пластиночка. И усики отгибают наружу или внутрь. Я всегда наружу разгибаю. Магнитик сюда поставлю один. А один вот сюда. На обратную сторону клапана. Вот он здесь будет стоять. Второй магнитик. Определила центр. Прикладываю пластиночку и прокалываю вспарывателем. Здесь отверстия совсем маленькие надо делать. Здесь я сделала
магнитик. Теперь можно вот так его нарисовать, сложить сумочку будущую так, как она будет, приложить. И вот, пожалуйста, вот в этом месте я буду делать отверстие и ставить второй магнит. Можно сюда положить картонку тонкую, но у меня ткань плотная, я не буду класть ничего. И магнитик очень маленький. Обратите внимание, что вот эту потолще часть, которая, мы ее ставим вниз, а сюда на клапан потоньше, которую частичку. Вот так выглядит сумочка на данном этапе. Разбираем теперь на части. Складываем клапан лицом к лицу. Скалываем и прошиваем. Я прошила клапан. Теперь складываем лицом к лицу вот эту часть. Подкладываем под клапан. Скалываем и прошиваем вот так. Я прошила лишние уголочки и ткань обрезаем, чтобы сумочка вывернулась хорошо. Теперь можно отгладить, можно вот здесь прострочить. Осталось пришить ручку и подклад. Этот край я обработала зигзагом, а этот край тоже обработала и прошила вот здесь. Я полностью дошила сумку, декорировала пуговицей, пришила ручку, пришила подклад с кармашком, пришивала прямо на машинке сверху. Вот такой симпатичный комплект у меня получился: сумочка и кепка. Внучке очень хорошо все подошло. Посмотрите, как красиво. Цвет, конечно, не передается. Кажется, что это темно-сиреневый, фиолетовый, но это бордовый цвет. Цвет бордо очень красивый. Ставьте лайки, если вам видео понравилось. Пишите комментарии, я буду отвечать. Всего доброго, до встречи!